Контрнаступление и высадка десанта. Армия пошла в атаку на Покровском направлении. Задействован спецназ и авиация. Заявления сторон и удары по Украине и России. Дроны, кинжалы, баллистика. Зеленский заявляет об угрозе Европе из-за орешника у Лукашенко. Собирается ли СБУ ударить по Беларуси? Заявление о покушении на Путина и срочное обращение к Москве за помощью. Кремль молят о поддержке. Кто? Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине томагавк после оценки запасов США. Что дальше? Решение украинцев. Демографы бьют тревогу, как много граждан страны не вернется из-за границы даже после окончания войны. Обсудим. Птичья чума атакует Германию, а в Центральной Америке зеленая напасть. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Лишь треть украинцев решатся на возвращение в Украину после окончания войны. Так считают в Украинском институте демографии и исследования качества жизни. Демографы считают, что главным фактором остается безопасность. Чем быстрее наступит мир, тем больше людей решатся на возвращение. Также в первую очередь могут вернуться те, кто не смог адаптироваться за границей, кто скучает по дому, у кого в Украине остались родственники или жилье. Также вернутся семьи, которые хотят воссоединиться с близкими, особенно если кто-то из членов семьи сейчас на фронте. В 2022 я мечтала, что вернется 60%. Теперь это нереально. Потому что люди теперь будут взвешивать ситуацию значительно тщательнее. Вот фактор безопасности. Какими будут перспективы? Это, знаете, передышка на год, два или надолго. Или навсегда. Если они будут думать, что это передышка на год, два, то не вернутся. И мы прекрасно это понимаем. Я думаю, что все-таки треть вернется. Более половины украинских беженцев недовольны жизнью в Германии. Согласно опросам Федерального института демографических исследований, 51% украинцев в Германии меньше довольны жизнью, чем мигранты из других стран Восточной Европы. Социологи при этом уточняют, что другие восточноевропейские мигранты, в отличие от украинцев, не пережили опыт войны и вынужденного бегства. Возможно, поэтому они чувствуют себя счастливее. При этом средняя оценка удовлетворенности 6,3 из 10 баллов против 7,2 у других переселенцев. Наиболее недовольны не женщины и пожилые люди, особенно те, кто живет без партнера или все еще в общежитиях. Больше удовлетворены те, кто нашел работу, переехал в частное жилье и освоил язык. А собираетесь ли вы возвращаться домой после окончания войны? Украинцы, которые сейчас находятся в Европе и смотрят меня, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас планы и какие факторы ключевые для возвращения в страну. Орбан летит договариваться с Трампом. Американцы не понимают, в каком положении оказалась Венгрия. Премьер-министр страны заявил, что намерен рассказать американскому президенту, почему Венгрия зависит от российских энергоносителей и почему Будапешт будет добиваться исключения из американских санкций на нефть. По словам Орбана, США не совсем понимают, что вся сложность в том, что Венгрия – это страна без выхода к морю, полностью зависимая от трубопроводных поставок энергии. Премьер уже готовится к визиту в Вашингтон. 7 ноября он встретится с Трампом, чтобы обсудить санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Будапешт рассчитывает не только на исключение из этих санкций, но и на заключение нового экономического соглашения с США. Мне нужно убедить американцев, ведь они не могут представить, что значит быть страной без выхода к морю. Президент США смотрит на карту и видит, что его страну омывают море с обеих сторон, а Венгрия – страна, не имеющая выхода к морю. У нас нет возможности прямых морских перевозок, и мы полностью зависим от транспортных путей, по которым энергия может поступать в страну. В основном это трубопроводы. Есть, конечно, и линии электропередач, но это другое. Мы должны приспосабливаться к существующей системе трубопроводов, иначе у нас просто не будет энергии. Однако еще до прилета в США Трамп уже дал понять, Орбан, вероятно, не получит то, чего хочет. Он попросил об исключении. Мы его не предоставили, но он действительно попросил. Виктор – мой друг. Он обратился с просьбой об исключении. Украина опровергает информацию о повышенном уровне секретности на предстоящем саммите коалиции желающих, который состоится в Мадриде 4 ноября. На повестке дня, по данным испанской прессы, поддержка Украины и получение результата, в частности поставок ракет большой дальности «Таурус» и «Томагавк» Киеву. «Эль Мундо» пишет, что мероприятие пройдет в режиме строгой секретности и будет состоять из двух блоков. В первом будет обсуждаться увеличение военной и финансовой поддержки Киева, а во второй будут говорить о гарантиях безопасности для Украины
Украины и роли коалиции желающих в этом вопросе. Но встреча организована с максимальной секретностью. На самом деле участникам прямо указано, что мобильные телефоны запрещены, их нужно будет оставить в специально отведенном месте, а также, что нельзя разглашать факт встречи. Просим делегатов не публиковать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях, говорится в указании. В украинском МИДе заявили, что испанские журналисты некорректно подали информацию и никакого режима строгой секретности не будет. Здесь некорректная подача информации от испанской газеты. Это регулярная встреча на уровне политических директоров, соответствующей повесткой дня, ничего секретного и экстраординарного в ней нет. Мы в контакте с испанской стороной по подготовке этой встречи и будем в контакте по ее итогам. Лукашенко обратился к Западу и к Украине. Уже второй раз за неделю заявление из Минска летит в Европу. В Беларуси заявляют о развертывании Орешника. По словам Лукашенко, оружие РФ станет на боевое дежурство на территории соседней с Украиной республики в декабре. Минск грозит ударом и называет условия. Орешник – страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. В то же время Украина, как вы, вероятно, уже слышали, заявила, что уничтожила одну из российских ракет «Орешник» на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области. Произошло это 2 года назад, уверяет глава службы безопасности Украины Василий Малюк. При этом Малюк не стал отвечать на вопросы украинских журналистов, собираются ли спецслужбы Киева ударить по «Орешнику», если тот окажется в Беларуси. Зеленский же заявляет, что «Орешник» у Минска – угроза Европе. Мы видим карты. Они хотят размещения Орешника в Беларуси. Да, мы понимаем. Примерно у них радиус действий 5000 километров и есть мертвая зона. Сколько? 700 километров. То есть европейцам, особенно в Восточной Европе, нужно обратить на это внимание. Нашим балтийским коллегам, да и всем нужно обратить на эти риски. Армия пошла в атаку, наступление началось. Западная и украинская пресса пишет, что украинские силы начали контрнаступление под Покровском. Первым об этом сообщил журналист The Economist. Он пишет, что для этого были привлечены элитные спецподразделения Главного управления разведки Украины. Поступила новая информация. Слышу, что украинская военная разведка проводит дерзкое контрнаступление в районе Покровска, чтобы вновь открыть ключевые логистические линии. Видеозаписи, переданные мне, якобы показывают высадку десанта с вертолетов в районах, которые Россия заявляет как контролируемые ею. Не удалось независимо подтвердить подлинность этих видео. Отмечу, что еще несколько дней назад украинские военкоры писали, что на Покровское направление действительно были переброшены спецназовцы ГУР из-за критического положения. Нам стало известно, что по приказу Буданова подразделения активных действий военной разведки уже вступили во взаимодействие с подразделениями вооруженных сил Украины. Они приступили к выполнению боевых задач. Спецназовцы ГУР МО Украины сосредоточены на контрдиверсионной работе и ликвидации вражеских групп в Покровске, которым удалось просочиться в город. В РФ официальные лица эти сообщения на момент выхода выпуска не комментировали. При этом в Минобороны РФ по-прежнему настаивают на том, что ВСУ находятся в окружении и несут потери. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ, расширяя контроль территории в районе железнодорожного вокзала. Интересно, но на события на фронте реагирует и разведка Эстонии. В своих традиционных отчетах Таллин сообщает о том, что рано или поздно Украине придется вывести свои войска из Покровска, а город падет. Конечно, ясно и то, что рано или поздно Украине придется вывести подразделения из района Покровска. Но, как уже говорилось ранее, падение района Покровска в руки российских вооруженных сил не определяет общую картину ситуации в Украине. Зеленский при этом вновь заявил, что сообщение с российской стороны об окружении – это информационная атака, схожая с той, которая была, когда ВСУ находились на территории Курской области. При этом на Банковой заявили, что Путин собирается приехать на передовую, и если это произойдет, то Зеленский намекает на ликвидацию. Путин говорит, что он поедет в Покровск. Так с удовольствием. Если он приедет в Покровск, все будут аплодировать. Мы понимаем, чем все закончится. Путин же накануне, напомню, заявлял об окружении украинских военных и предлагал журналистам попасть в эту зону. Для этого готов пойти на временное прекращение огня. Украинский МИД же призвал не верить Москве. В то же время Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине томагавк после оценки, что это не ослабит американские запасы вооружений. Об этом пишет уже CNN. И тема о томагавках вновь на слуху. Теперь окончательное политическое решение зависит от Трампа, уточняет американский телеканал.
Один из нерешенных вопросов – как Украина будет запускать ракеты, если США их предоставят. «Томагавк» чаще всего запускаются с надводных кораблей или подводных лодок, но военно-морской флот Украины сильно истощен, поэтому ракеты, вероятно, придется запускать с суши. Корпус морской пехоты и армия разработали наземные пусковые установки, которые можно предоставить Украине. При этом Украина и Россия не прекращают обмениваться ударами. В ночь с пятницы на субботу ВСУ запустили рекордное количество ударных БПЛА по территории РФ. Мониторинговые каналы сообщали о нескольких сотнях беспилотников, которые летели в том числе на Москву. Это произошло буквально через несколько часов после того, как Зеленский заявил, что цели на территории РФ для глубоких ударов определены. В то же время в пятницу украинцев заранее предупредили, что в ночь на 1 ноября Россия задействует для ударов по Украине баллистику и ракеты «Кинжал». Друзья, как оцените заявление сторон? Оставляйте, как и прежде, свою точку зрения в комментариях. Спасибо, что всегда находите, что написать. Прошу, как и прежде, не скатываться до оскорблений. Также большое спасибо всем вам за поддержку лайком. Это и правда очень и очень ценно. А я продолжаю. Срочное обращение к Москве. Путина просят об экстренной помощи. От Кремля ожидают военной поддержки. Венесуэла боится удара США. На фоне концентрации американских войск и кораблей в Карибском море президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Путину. The Washington Post пишет, что Каракас просит ракеты, радары, ремонт российских истребителей Су-30 и финансовую помощь. Мадуро считает действия США угрозой войны. Одновременно Каракас обратился к Пекину с просьбой ускорить поставку радиолокационных систем и к Ирану о поставке дронов дальнего действия и глушителей GPS. Америка утверждает, что операция у берегов Венесуэлы направлена против наркоторговцев, однако в Каракасе уверены, что это подготовка к силовому давлению. Просьбы Москве были оформлены в виде записки, адресованной президенту России Владимиру Путину, которую должен был передать высокопоставленный помощник Мадуро во время визита в Москву в этом месяце. Согласно тем же документам, Мадуро также подготовил письмо президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой об расширении военного сотрудничества между странами, чтобы противостоять эскалации между США и Венесуэлой. Ко всему, издание Newsweek сообщает, что США резко усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы. Спутники зафиксировали десантный корабль и эсминец, которые максимально приблизились к стране. Развертывание тысяч морпехов, авиации и подлодок указывает на готовность нанести точечные удары по военной инфраструктуре Венесуэлы, включая базы, радиолокационные станции и корабли, связанные с режимом Мадуро, пишет издание. Сейчас корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Луарчила, где расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационных станций Венесуэлы. Такое расстояние позволяет наносить удары или проводить десантные операции практически немедленно, усиливая давление на Каракас на фоне роста напряженности. После появления в прессе информации о том, что США вот-вот готовы нанести удар, Трамп начал отрицать, что принял решение об атаке по военным объектам Венесуэлы. Птичий грипп захватывает Германию. Вирус идет по стране. Вспышка стала самой опасной за последние годы. Болезнь распространяется с ужасающей скоростью. Уже зафиксировано 48 очагов заражения, а на фермах уничтожено более 500 000 птиц. Фермеры в панике, вирусная инфекция движется по стране, а остановить ее пока не удается. Особенно страшно положение в дикой природе, журавли гибнут тысячами, целые стаи валятся мертвыми. Теперь власти спешно запирают домашнюю птицу в загонах, в нескольких регионах введена обязательная изоляция. После обнаружения погибших журавлей, у которых был выявлен вирус H5N1, земли Саар и Гамбург первыми в Германии ввели обязательное содержание сельскохозяйственной птицы в помещениях. Эта мера направлена на снижение риска того, что птичья чума распространится также на племенную, откармливаемую и домашнюю птицу. В ряде других федеральных земель обязательное содержание птицы в помещениях действует регионально ограниченно. А Сальвадор накрыла зеленая чума. На крупнейшем водохранилище страны Серон-Гранде, также известном как озеро Сочетлан, произошла экологическая катастрофа. Водная гладь площадью более 130 квадратных километров полностью покрыта плотным ковром из водного сорняка, водного салата или же пистии. Местные жители называют ее просто чумой. Из-за нашествия растения рыбаки были вынуждены оставить свое дело. Рыбу ловить невозможно. Туризм, которым также жило местное население, встал. Более 3000 рыбаков остались без дохода, а убытки для региона уже превысили
превысили 1,3 миллиона долларов. Местные экологи сообщают, 80% поверхности озера заражено, и процесс продолжается. Причины катастрофы – это загрязнение воды, дождей и приток сточных вод, богатых питательными веществами, которые и подстегнули рост растения. Очисткой озера сейчас занимаются сотни солдат, чиновников и волонтеров. Тонны сорняка вывозят грузовиками, очищенные участки ограждают тросами, но гиацинт возвращается снова. Водохранилище, построено в 1970-х годах для крупнейших ГЭС Сальвадора, сегодня оказалось на грани удушья. Нашествие водного салата оказало на нас серьезное экономическое воздействие. Нам пришлось искать другие способы заработка, заниматься сельским хозяйством или работать каменщиками. Но доход уже не тот. Там мы получаем базовую зарплату, а эти работы временные. Хороших выходных, друзья! Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.